Доброе утро всем. У меня завтрак. Ташуня принесла мне сегодня омлет, сделала. Омлет с лавашом. Вот, я только добавила творожный сыр, кофе. И я, как всегда, опаздываю. Всем хорошего дня. Так, Ташуня пошла за водой, а я сегодня вот с кофе. Потому что не успела утром даже выпить. Сейчас, у нас кофе-тайм. Боже, какая красная. Это ж, вы представляете, как я волнуюсь. Господи, боже мой. Моя красивая Дарья. Мама вам оставит, которая не хочет сниматься. Мама вам оставит ссылку на мое новое видео на ютубе. Ты вчера сниматься не хотела, а уже ссылку. Я... Ну что, у нас уже уроки закончились. У меня сегодня нет каких-то срочных, важных дел, чего-то такого экстра. Вот. Важного. Поэтому я решила поехать в украинский магазин. Время есть, погода все так же держится прекрасно. Решила поехать, чтобы купить овсянки. Потому что нам всем понравился этот лайфхак с термосом, с маленьким. И она уже улетучилась. Стояла месяц, потом раз, все, и улетучилась. Вот. Ну и по пути зайду в эту комиссионку. Смотрю, хотя мне ничего я не хочу. Ну раз уж здесь. Ой, по пути мне попались овощи вообще по нормальным ценам. Не так же, как 3 с чем-то евро 4 штуки в супермаркете. Смотрите, ну нормальные земляные повыбирать. Конечно, они как на томат больше, но выбрать можно, знаете, несколько. Я решила все же дальше пойду, потому что сейчас ковыряться там, они мокрые, руки сейчас запачкаются. Хотя мне нужно помидоры. Я хочу прям вкусных, нормальных помидоров, вот этих не стеклянных. Вот. Ну, они прям, мне кажется, чересчур мягкие. По-моему, там дальше будет много магазинов. Что мне нравится, вот здесь с Марксами на этой одной улице все. Вот и продуктовые магазины, и комиссионка, и одежда, и, в общем, на этой улице все. И телефоны, гаджеты, и, в общем, стрижки, покраски, тренажерный зал. В общем, улица длинная, и здесь все. Ты идешь, и все, что тебе нужно. А у нас в Дёрне как бы так... нет. У нас как в нашем радиусе, там не знаю сколько, там один супермаркет. Но у нас нет лавок, вот, допустим, там вот таких овощных классных. Есть, но они подальше. А здесь вот прям идешь, и тут все есть. Это очень удобно. Так, я пришла в наш украинский магазин. Не наш украинский, тут все СНГ, так сказать. Вот, 0,99. Но они здесь намного приличнее, чем были там. Поэтому правильно я сделала. Так, поехали. Что нам нужно? Нам нужно конфет нужно каких-то взять. Ага, по-моему, там дальше. Красный мак очень дорого, очень здесь. 17 евро килограмм. Правда, не знаю, почем еще сейчас у нас, там в Украине, но дорого. Так, решила конфеты, подумаю. Смотрите, сколько зелени. Всякой разной. Чай. Так, вот зачем я приехала. Какой взять? Я брала вишню. Что взять? Клубнику, наверное, да, возьму? Клубнику возьму. 3,29. Так, это гречка интересная. Смотрите. Прям мелкая-мелкая, мельче, чем обычно. И прям темная такая коричневая.
Девочки, женская сумочка превращается, плавно превращается одним движением руки в авоську хозяйственную. В общем, набрала в основном пельменей. Пельмени взяла. А вот эти очень вкусные были, детские. Мы их уже попробовали. Кашу, горчицу нашу хорошую, гречку, конечно же. В общем-то, и все. Горчицу, так уже. Потому что, знаете, глаза загребущие такие, честно. Хватит жрать, знаете, как говорится. Простите за мой французский. Так, теперь дождаться вот 2 минуты трам, дойти домой. И сегодня я свободна от еды. Хотела вообще-то приготовить борщ. Вот. А в итоге пельмени есть, мясо замаринованное есть, картошка есть, макарон есть. Там макароны, рис, булгур, всего понемножку. Надо доесть то, что есть, а потом уже наготавливать. Правильно? Правильно. Я уже дома. По дороге сел телефон. Вот, что-то быстро стала так батарея садиться. Вообще, в общем, купила. Вот это вот моя страсть. Очень красивый. Гипсофил, да? Гипсофил, по-моему, поставлю сейчас. Нравится. Мне нравится. Вчера была у женщины, вот, и у нее стоит сухая. Ну, у Даши тоже внизу я отдавала им. Вот тоже стоит сухая и тоже красиво как бы выглядит. Поэтому я думаю, тоже пусть стоит, водичку поставлю, а потом высохнет, тоже красиво. Пусть стоит, будет как сухоцвет. Бумага туалетная закончилась. Вот эти вот очень вкусные, по-моему, такие мы брали. Или Машу. Я уже не помню, надо быстро класть в морозилку, потому что я и так очень долго с ними разгуливаю. Так, вот эти взяла 3 вот таких. Одни вот такие, потом каша. Ну и вам, в принципе, письма приходили. Господи, письма, как приходишь, уже трусить начинают, честно. За что опять платить нужно? Ой, как она мне нравится. Ну, невеста просто, и все. Ну, настолько прям, ну, такое приятное, такое растение, да, или что это можно сказать. Ну, такое приятное, ну, так на душе становится. Прям тепло и уютно. Как-то так приятненько. Поставить хочу туда, на окошко. Девочки, ой, с этой тюлью. Ну, зато у меня в квартире стало тепло. Ну, понятное дело, со сборками. Кто-то написал мне, да, что было лучше. Да, понятное дело, я, думаете, что, не понимаю. Я на окно поставлю, если что, эту гипсофил. Конечно же, лучше. Но вы представляете, мне сейчас отнести, во-первых, для таких сборок мне нужно еще купить 2 таких. Это будет 100 евро. И потом мне нужно заплатить еще столько же, как не больше. Как не больше, потому что подшить брюки, извините, 15 евро взял просто там, как бы что там. Чтобы, ну, зачем мне на съемной квартире делать какую-то красоту? Мне нужно было, чтобы они были свеженькие. Вот, и чтобы, ну, чтобы не было в дырках желтого, вот того, они же желтые, старые, точнее, серые, с дырками были, ну, это просто был кошмар какой-то. Ну, не буду я здесь делать просто все идеально, ну, смысл? У нас вообще контракт до января, до 1 января. Мы вообще в идеале хотели бы снять другую квартиру. В идеале получится, не получится, вот. И зачем мне сейчас сюда... Вот прям вот делать все идеально, чтобы было богато, чтобы это смотрелось. Ну, вообще нет смысла совершенно. Стало светло, потому что вообще я брала, получается, шторы, чтобы защитить нас от этой жары. Сейчас такой проблемы уже нет. Наоборот, чем больше солнца, тем больше будет нагреваться, тем меньше нам придется топить. Как бы. Вот, поэтому, ну, как есть, так и есть. Красивее, не красивее, ну как есть. Зато они свежие, не дырявые, новенькие и все. И радуют глаз. Ну, а там уже такое. Много чего мне здесь не нравится. И телевизор я хочу большой, конечно же. И диван хочу большой. Будет смотреться, конечно, побогаче. И вообще много чего, знаете. Тут вообще то, что есть, это вообще далеко от моего, допустим, ну, видения. Как бы мне хотелось. Поэтому, ну, как бы так. Вот сюда поставлю, чтобы не было вот этот пустой угол. Как бы так я придумала.
Ой, вот, чтобы так было. Да, и все. И так, я вам скажу. По сравнению, как мы зашли, вообще пустота одна сплошная. Боже, какая у меня депрессия тогда была, если бы вы знали, кошмар. Даша пришла, тоже сказала, что, боже, ну теперь точно как в офисе. Ну, а мне, девочки, мне зато светло, честно. Мне, ну, мне нравится, мне хочется, чтобы сейчас и так такое настроение, вот эта осень. Мне хочется, чтобы было светло, мне хочется, чтобы у меня вот был за окном город, просто там смотреть нечего и не на кого. Но, тем не менее, знаете. Поэтому шторы, если что, можно шторы подцепить, потому что Марка говорит, что ну, мне хотелось бы, чтобы по бокам был контраст. Но зато цветочку хорошо, всем цветочкам хорошо. Вот. Если что, можно шторы повесить, и будет контраст, и будет уже как-то немножко иначе. Ну, сборки делать, идти шить, вот это вот как было, нет. Это точно нет, никакая красота мне, честно, не нужна, потому что, ну, это очень дорого, и смысл, зачем я буду чужую квартиру благоустраивать, когда наш хозяин, вот еврей, сдал нам ее вообще грязную, холодную, вообще без ничего, даже на духовку самую дешевую пожалел, хотя здесь принято с духовками, ну, укомплектованные, есть кухни, по крайней мере, укомплектованные, ну, по-всякому есть, но тут вообще просто дырка была, и все, даже это пожалел. Поэтому я буду сейчас шторы здесь нашивать, конечно. Я такая, знаете, с замиранием сердца читаю это письмо. Ну, пришло одному Валерию. И такая думаю, что там уже, может штраф, может еще что-то где-то. Ну, короче, в итоге предлагают вакцинироваться от ковида. Очень веселое, конечно, такое предложение, очень заманчивое, так сказать, в кавычках. Вот, но интересно, что одному Валерию, никому больше. Да, вот любят письма писать. Мама дорогая. Тут половину рекламы в конвертиках. И не жалко, скажите, бумаги. Вот это вот, допустим, реклама. Вот это вот похоже, какое-то скидочное. Формалайн на что-то. Магнеби комплекс. В общем-то, промокод какой-то. Ну, слава богу. Маме там тоже что-то пришло, а у меня телефон сел, я не смогла перевести сразу, и она уже сидит, переживает. Уже все. Уже один раз как пришел штраф, потому что в пробках постояли, везли ее к врачу. Постояли в пробках, опоздали немножко, но не приняли ее, и потом пришел еще штраф за то, что ты не вовремя приехал. Вот видели, что она еле-еле этими ногами, она вообще еле ходит, вообще еле-еле, но тем не менее, все равно. В общем, штраф, и это как пришел, и все. И она с тех пор вообще этих писем боится, и думает, с каждым письмом приходит штраф. Вот так. Так что вот такие пироги. Сегодня вот такой вот замечательный, теплый, солнечный день. Хочу, чтобы такие дни еще продлились долго. Летом не люблю солнечные дни, когда их много. Вот, а с осени начинает, да, люблю. Так. Вот эти вот термосы, они, конечно, очень выручают. Когда ты куда-то постоянно ходишь, где-то находишься, очень выручают. Вот я с кофе утром не успела. Пожалуйста, взяла с собой по дороге, пью. И в начале урока пью. И нет у меня вот этого дефицита, знаете, что утро я не успела выпить кофе. Он у меня там стоит холодный на столе, который Валерий обязательно выльет. Я каждый раз говорю, не выливай, я приду допью, но он каждый раз выливает. Вот. Что, да, под кашей вам отдельно показывала. Тот другой термос, классная вещь. Вообще, девочки, мне нравится свет теперь. Как снимать? Снимаешь, и красивая картинка. Нет этих потемок. Это вообще шикарно. Вот шикарно. Все остальное то чепуха. Главное, чтобы не снимать было красиво. Правда? Правда. Пришла сразу за дела. Вроде бы была такая голодная, а пришла домой и вроде бы... И не очень-то и есть хочется. Не знаю, что поесть. Там вроде бы муж говорит, что сейчас зайду там в магазин. Если есть селедка, куплю селедки. Я думаю, тогда зачем я буду сейчас есть, если я могу подождать селедку. Сейчас дождусь его уже, посуду пока помою. Вот. И да, думаю, она обещала влоги каждый день. Ну, вроде такие... Дни были какие-то такие насыщенные, то одно, то второе, то третье, и такой азарт, знаете, появился. Есть что снимать,
А сегодня, собственно, снимать-то нечего. Думала борщ приготовить. Не буду я сегодня готовить. И, в принципе, что там снимать? Потому что есть что поесть. И вообще в холодильнике есть что покушать. Поэтому, в общем, девочки, я решила, знаете как? Будет что каждый день снимать, буду каждый день снимать. Не будет что, не будет контента, ну, нормального, чтобы, знаете, не лишь бы что из пальца вот то высасывать. Ни о чем. Вот. Буду снимать каждый день. Вот так я решила. Но я буду стараться. Я буду стараться. Я знаю, что вы ждете. Вы вон какие молодцы. Попросила подписаться. Опять активизировались. Пошли подписочки. Знаете, как приятно, когда мы друг друга слышим. Правильно? Вот. Поэтому, конечно же, если будет что-то интересное, я буду с вами делиться всем. Попросили меня не показывать эти уроки наши. Надо было, девочки, раньше написать. Я все понимаю. Есть моменты приятные, есть моменты неприятные, которые, ну, знаете, отталкивают. Пишите, конечно, это же такое дело. Я все понимаю. Если бы раньше написали, я бы не снимала. Вот. Я понимаю, что если я в этой сфере сейчас кручусь, то вам оно 300 лет не надо. Конечно, мне еще посудомоечную машину. Сколько воды вот так льется, знаете. Но ее здесь даже ставить негде. От слова совсем. Разве что вообще посреди комнаты здесь. Или в спальне, может быть, не знаю. Жесть. А вообще, конечно, здесь сейчас удача найти хоть какую квартиру. Вы же понимаете, мы в Бельгии, это не мы выбираем квартиры. А нас вот то, что сдали, то и сдали. Вот то и радуйся. По большому счету. В начале, когда мы приехали, у нас же вообще ни документов не было. Вообще ничего. Поэтому что нашли, тем более нас еще и много. Вот, тому и рады. Хоть это все стоило вообще. Даже не хочу вам называть эти суммы. Какие суммы? Как это все вышло в начале. Так, вот это у меня сейчас лучшее полотенце, девочки. Чем вот эти обычные тканевые у меня так, ну, висят что на подстраховку. А так руки вытереть, посуду я только эти. Потому что тканевые, я не знаю, их надо каждый день стирать, а здесь каждый день стирать условия неподходящие. Они запах имеют, знаете, такой потом. А сейчас еще и сушить добавится, еще непонятно где. Поэтому вот это вот лучше всего. Главное хорошее купить бумажное полотенце. Трехшаровые, плотные, чтобы они в руках не разлазились. Ну и на посуде, соответственно, аж не оставалось ворса от бумаги. Так, муж позвонил, едет быстро, кушает, и ему нужно ехать дальше, поэтому везет селедку, поэтому моя задача подогреть картошку, еще пюре со вчера осталось, и салат сделать. Вот так.
Так, девочки, огурцы, если толстая шкурка, всегда обрезаю. Так я сегодня и не купила огурцы, потому что они все плюс-минус какие-то вообще странные. Вот. Нужно дойти мне в польский, тот, который, ну, там, по дороге в Алди. Ну, вы как бы не знаете, но... Короче, за каждой ерундой ходишь вообще в разные места. Вот, и тогда оно приносит удовольствие, потому что сразу в одном магазине не получается. Так, это убираем. Я забыла то, что у меня же теперь нормальный выбор ножей. Привыкла или слишком большой, или слишком маленький. Одни крайности. Как только у меня новые ножи или свеженаточенные ножи, обязательно я режу руки. Так просто. У меня муж уже кричит иногда. Господи, ты же как маленький ребенок. Вот 25 ножей новые, все. Не совсем к руке привычные. Вот уже. Вот такие пластырь. Посмотрите. Такой интересный, знаете, как толстая кожа. Удобный такой, не тоненький и очень хорошо держится. Даже от воды не слазит. Ходячая катастрофа какая-то. Постоянно у меня что-то приключается. Господи, как не одно, так другое. Никак не попользуюсь. Вот купила, так давно хотела вот эту терку мандолин, да? Купила ее в один момент. В итоге никак не могу начать ею пользоваться. Понимаете, стоит раз начать, и все, и войдет в привычку. И его вот нет, уже лежит, наверное, сколько? Месяца 2 уже лежит. Представляете? Вещь-то хорошая. Ну, как-нибудь вместе с вами раскроем. Я вот думала, когда вот сате делаешь баклажан, знаете, что нужно очень много переработать, перерезать овощей. Думала, вот пригодится. В итоге все никак лежит. Мечтала называется. Так, муж принес огурчики еще. А что ты принес? Тут 2 пакета хлеба. Кого? О, господи, что жарить еще будет?
Палец порезала. А, понятно. Это гребешки. А, ты в Carrefour заходил? Я думала, ты в этот магазин, в украинский. А вот как значок Carrefour, не? Carrefour это. Carrefour, да. Ну да. Я думала, ты на Плантин туда. Нет, ну я была, но я думала, ты за селедкой туда. Какая прелесть. Красота. У нас в Джамбо такого нет. И по мини. Есть один глагол hebben, понимаешь? И у него есть разные формы. Hebben — это heb для единственного числа, это heb для третьего лица единственного, и hebben для множественного. Но это все один глагол, который используется вот в этих 80%, о которых мы говорили. Вот эти 20 исключения используется другой глагол, который быть. Быть или не быть, вот в чем вопрос. И поэтому, когда я с кем-то общаюсь, мне интересно, когда мне кто-то про себя что-то рассказывает, потому что просто мне нравится это все анализировать и в своей голове там что-то там придумывать. Просто это хобби мое. Вот. А если уже начинать, вот что мне точно не интересно, это когда начинают эти прогнозы по поводу этой политики делать, по поводу того, что там в мире будет и все остальное, я понимаю, что это все настолько непредсказуемо, это все настолько нас обманывают, нам ничего не говорят, никакую правду, нам дают только ту информацию, которая им выгодна. Ну, положено. Да, это все вообще непонятно. А люди скубутся с друг другом. Люди с друг другом скубутся, Да, и ты вот отнимаешь что у же себя обидно, покой. да. Ты отнимаешь у себя покой сегодня по поводу того, что, возможно, даже никогда Чего не... мы даже не знаем, Чего что мы там на вообще не самом знаем. деле. Да, а мы Ну, друг друга ненавидим за это и готовы убить. Это вообще самый большой бред, да. который... Добрый вечер, мои дорогие девочки. Все, день прошел, я уже все совсем справилась, села. Сейчас у меня каждый вечер две задачи. Это нидерландский и это смонтировать влог. Ну и, конечно же, если время там немножко остается, что-то посмотреть для себя. В последнее время все меньше и меньше. Но сегодня день, вот знаете, могу сказать, что вот классное послевкусие у меня осталось от сегодняшнего дня. Вот на самом деле так, вот все, ой, простите, тихо, спокойно, без спешки. Я вчера себе дала такую установку не переживать. Пусть что, тем более за вот этот язык, правда. Вот я вообще не понимаю, почему я стала нервничать, почему меня так заводило, какие-то, боже, какие-то мелочи. И я вам скажу, как-то все вот сегодня в школе все было хорошо. Вот я просто расслабилась, я просто приготовилась, даже если я чего-то не буду понимать или знать, ну и что? Ну и что? Ну ничего, когда-то пойму. Вот. То есть закончились. Ну, может быть, закончилась школа. В общем, я поехала
Ой, я поехала в Марксэм, но никуда не торопилась, никто меня ни времени никуда не поджимала. Собственно, и сегодня я сделала себе тот выходной, который мне должен был быть вчера. Собственно, эти 2 дня поменялись местами. Классно, приехала, опять-таки, все не спеша, все с расстановкой, вообще все прям приготовила покушать, там перегладила это белье, которое уже, наверное, месяц не могу перегладить. Хороший день, хороший, ничего не могу сказать. Вот, побольше бы таких, ничего особенного, ну и тем не менее, все хорошо. Вот, вы меня так всегда радуете. Вообще, сегодня столько комментариев. Спасибо вам большое, девочки. Ну, я вам уже сказала, если будет что снимать, я буду вот прям стараться, то да. Ну, если вообще не будет контента. Бывает такое, что день вообще весь загруженный. Я целый день езжу, мне вообще реально просто целый день дела. Вы понимаете, да? Вот, просто реально нечего снимать, вот тогда да. Ну, а так, по возможности, конечно, я буду очень стараться, потому что я вижу, как вы меня поддерживаете. Вообще, у меня этот канал, это вообще совсем другое дело, нежели был тот. Хотя большинство из вас пришли с того канала, но здесь какая-то совершенно другая энергетика. Вы все как на подбор, все классные. Мне почему-то совсем по-другому. Совсем как-то по-другому. Мне легко, мне интересно, мне просто... Ну, в общем, мне сейчас одно удовольствие почему-то вести, вот заниматься им. Я вижу вашу отдачу, и мне очень хочется для вас тоже стараться делать что-то больше, лучше. Вот, поэтому я стараюсь. Вот. Единственное, что с ответами, конечно, это просто времени у меня вообще нет просто. И давайте я, может, буду как-то рубрику вечером отвечать на комментарии. Будут какие-то вопросы, я вечером буду листать и отвечать вам вот так вот, как бы в видео. Тоже, мне кажется, будет неплохо. В общем, посмотрим, сейчас, как оно сейчас все устаканится. Вот. Ну, если какой-то день не выйдет, будет не каждый день, ну, вы не обижайтесь, вы меня тоже поймите, потому что, блин, что-то события, что же надо откуда-то брать. Вот. Так что вот такие пироги. Отличный сегодня был день. Хорошее у меня сейчас настроение, послевкусие. Хотя, конечно же, события расстраивают. Вот это что, в Одессе вот столько людей. Как нет войны, так вот этот потоп откуда-то взялся. Столько людей погибло. В Днепре это все грустно, конечно, это все расстраивает. Я это все читаю, соответственно. Ой, ну, все равно, конечно, настраиваешься, стараешься настраиваться на позитив, иначе голова это просто, конечно, не выдерживает всей этой нагрузки. Вот. Так что настраиваемся на завтра, на хороший день. Будем надеяться, что мы увидимся с вами через день. Вот вам хорошего дня, хорошего настроения, продуктивного. И обязательно, чтобы ваши близкие были счастливы и здоровы. Самое главное. Самое главное. Всех вас обнимаю. Пока-пока. До следующей встречи.